Так, друзья, вот у нас мастерская творения волшебных вещей. значит, ситуация следующая. Делаем вот такой. Сами не знаем, Сами что мы не знаем. делаем, но хотим создать какой-то необычный рисунок. Нужно создать фактуру очень, ну не то что необычную, Таня знает, какую фактуру нужно создавать. Пока не можем попасть в цвета. Потому что Мы ей... заказали много пигментов различных, хамелеонов. Вот видите, они переливаются, и все не то. И вот хотели выпустить видео, приходится дозаказывать другие пигменты, сплошные эксперименты, но бросить не можем. Ну что, ты будешь ставить доску эту снимать или меня, красавца, снимешь? Слушай, хватит кривляться. Я не кривляюсь, как бы. Значит, ситуация следующая. Я уже не знаю, Покажи что вот мне этот делать. треугольник, он очень крутой. Я уже тут и красками, и всем, чем только делал. Какая красота. Класс вообще. Но это все не то, то есть как бы... Ну да, это не то, но красиво. Красиво, но не то. И, кстати, это тебе все не то. Я бы и так сделал, и мне сойдет. Так вот, в общем, уже мучаюсь, не знаю, какую неделю, ну, уже вторую неделю пошла. И это, да, вот 2 недели только поиск нужного оттенка. Мало то, что оттенка, еще нужно придумать, как эту фактуру Создать. наносить. То есть Да. вот эти... Я уже тут 150 тысяч экспериментов сделал, и, короче, все просто дичь полная. Вот. Но это все равно смотрится необычно, Не красиво. то. Не то, но красиво. Такое какое-то... Основная цель – это чтобы при переливах под различным углом освещения, в общем-то, рисунок играл. Были правильные линии, правильные оттенки. Пока они у нас получаются зелено-фиолетовые, а нужны другие. Но мы очень надеемся, что у нас получится. И все это относится к стене из эпоксидной смолы, к тем камням зеленым с розовой смолой. Все это будет вместе. Как это будет в итоге сочетаться, мы скоро, я надеюсь, уже завершим эту Я не эпопею. знаю, когда это скоро будет, потому что реально уже все готово, осталось вот с этой фактурой разобраться. У тебя все получится, я даже не сомневаюсь. Да, так там слоев надо, это ж каждый слой высушить. Надо, но у тебя все получится. Ситуация. Это смола или что это? Это не смола. Это гель вот этот для ногтей, да? Да. Круто. Вот даже гель для ногтей используем. Ну, если у нас получится, то это будет очень классная техника, которую вы сможете взять на заметку, если у вас хватит терпения, в общем-то. Да. Ну вот сделаем только, надо сделать сначала. Очень красивый оттенок такой морской волны. В общем-то, это то, что нужно, да, это очень крутой цвет. У нас сейчас золотая осень, вот так это выглядит у нас. Красота невероятная. Единственное только, что вот эту листву потом с газонов где-то через месяц мне придется граблями всю собирать и уносить. Так повелось, что всем автомобилям в нашей семье мы даем имена. И этот автомобиль не стал исключением. И зовут его Сибуй. И у этого имени есть своя история. Когда мы собирались купить новый автомобиль, мы хотели купить изначально автомобиль более премиального класса. Но, естественно, на него денег нам не хватало. И чтобы не лезть в какую-то кредитную кабалу, мы взяли то, что нам по средствам. Это вот такой автомобиль Mitsubishi Outlander. И когда мы ехали на новом автомобиле уже домой, мы выбирали ему имя. И Татьяна решила, если автомобиль японский, значит и имя у него должно быть японское. Сибуй — это что-то на вроде японской философии. Звучит это как красота в простоте или там видеть красоту в простоте. Если как-то выразиться в 2 словах, это быть, а не казаться. То есть быть тем, кем ты являешься на самом деле, а не казаться тем, кем ты вообще не являешься. Ну, то есть мы купили автомобиль, который мы могли себе позволить по деньгам, а не залезли в кредитную кабалу и не взяли какой-то премиум-класс, чтобы казаться какими-то более успешными или более богатыми. Вот так появилось у нашего автомобиля имя Сибуй. Кстати, не путайте со станцией Сибуя. Есть в Токио такая станция метро, что ли, Сибуя, и там есть какой-то такой знаменитый перекресток.
здесь я плачу, потому что мне грустно расставаться с нашей старой машиной. Привет, друзья! Сегодня я получил очередное задание от Татьяны снять для нашего влога, как я поеду менять масло в нашем автомобиле. Не знаю, кому это будет интересно, но в моих правилах с женщиной не спорить, а сделать лучше так, как она просит. Вот наша станция по замене масла. Я всегда здесь обслуживаюсь, потому что здесь очень и очень качественный сервис. Так, залил масло Такаяма, 4,5 литра в этот автомобиль. Цена, все обошлось 3600. Здесь, если в этом сервисе, если покупаешь масло, замена бесплатна. Да, еще масляный фильтр поменял. В общем, все вместе 3600. Может, кому-то это полезно будет, не знаю. Короче, у нас комод. Помните комод вот этот, который из бетона? Кухонный остров. Сейчас вот ссылочку дадим. Да, кухонный остров. У нас, когда мы делали ветки, эти такие треугольники из веток, там осталось отходов просто тьма. Вот таких вот, ну, всяких вот. Куча, кстати, вон, сними, вон они лежат, куча. Вот этих отходов. И это только часть вообще. Третья часть. И мы не знали, думали, что же с ними там сделать. Не знали никак все, как их применить. И решили, что Таня вот придумала из этих треугольников. Мы выпилим опять такие вот треугольники поменьше. И будем делать светильник. Торшер. Высокий торшер. Ну, торшер, да. И напольный. Вот я уже хочу приступить этот торшер делать, но, понимаете, ситуация с этими слоями все никак. Я уже даже не помню, как должен выглядеть этот светильник. Так я уже материал купил, я уже все Мы знаю. будем заново его придумывать. Ну, наверное, да, потому что там много чего изменилось. У нас всегда мы придумываем, готовы делать. Если отложили, все. Идея улетела. Идея улетела, и уже не помнишь, что и как. Но хотим использовать вот эти вот штуки и сделать из них что-то такое прям вау. Ну, вот. Который не дает нам снять. Такой наглец. Каждый божий день за двойной порцией курицы ходит. Кракен, иди сюда. Ага. Иди сюда, Кракен. Подожди 5 минут, сейчас я тебя угощу. Ну, какой красивый кот. Вот, как раз вот. Давай. Мы в прошлых видео показали вам, как мы кормим белочек, ежиков. Вот сейчас мы покажем. Кстати, подожди, снимай меня так, чтобы здесь место оставалось. Я видео поставлю. Я же тебе только что сказал об всё. этом. А сейчас мы покажем, как мы кормим птичек. Вообще мы считаем, что Вселенная является единым организмом. И если мы не проигнорируем возможность поучаствовать в помощи природе, то, возможно, однажды, когда будет идти большой какой-то шторм, природа вспомнит о том, что мы были к ней добры, и нас, так сказать, пронесет. Но по-хорошему, конечно, по возможности мы стараемся, и нам это нравится, помогать нашим братьям меньшим. К нам прилетает очень много птиц, и лесные голуби, и очень много соек. Сейчас вот вы видите потрясающие красоты дятлы, сороки, мелкие птицы, очень-очень много. Так что, друзья, подкармливайте, и будет вам счастье. Это однозначно к вам вернется чем-то добрым. Кот жирный, красивый, жирный.